Глава 1021. Духовное слияние. Деревянный скипетр, зависший над серебряной шкатулкой, был покрыт зеленым светом. Через мгновение свет полностью погас. Как ни странно, на расстоянии более 30 метров неподвижно стоял человек. На нем были синие одежды, на голове красная повязка, а на его лице сияли зеленые линии. Это был прославленный великий старейшина секты священного яда Хуатиньцы. Однако его глаза были закрыты, а на лице было мрачное выражение. Кровь вытекала из каждого его отверстия. Грудь едва вздымалась при дыхании, в противном случае можно было решить, что он мертв. Остальных членов секты не было видно. Издали разносились звуки взрывов, словно кто-то попал в ловушку ограничений. В другом месте фиолетовый свет, сверкающий из глаз головы черного волка, исчез, и раздался сладкий женский голос, тот самый, что слышал Сян Чжили, когда был пойман в ловушку. На этот раз голос звучал холодно и был гораздо более грубый. «Кровавое пламя — это был ты. Я верила, что ты уже вернулся. Не ожидала, что ты останешься в этом царстве». Высший дьявол почтительно ответил: «Мое почтение, старшее. В прошлом я опоздал и был почти уничтожен. Если бы не мое понимание прохода между царствами священному и смертных и их намерением вырвать мою душу и допросить меня, я бы уже погиб». Услышав это, голова волка осталась равнодушной и слегка кивнула. «А, тогда тебе повезло. Проход через пространственную щель священного духовного эфира, которую мы использовали к тому времени, когда мы хотели вернуться, уже была разрушена, и у нас не было пути назад». Эксцентрик с большой головой спокойно слушал со стороны, внутренне удивляясь отсутствию каких-либо дьявольских черт в женском голосе. Это высший дьявол, который почти уничтожил древних культиваторов в прошлом. Затем голова опустилась к черным цепям, связывающим ее, и сказала: «Раз вы пришли сюда, значит, у вас есть план. Но я должна предупредить вас, что мое спасение — сложное дело. Твоего культивации не хватит, чтобы уничтожить даже небесные звездные цепи, связывающие меня. Это сокровище, переданное из царства духов, специально предназначенное для борьбы с нашим родом. Будь спокойна, священный предок. Я все подготовил заранее. Не только собрат Даосье поможет нам, но я также собрал много дьявольских артефактов». Черный волк покачал головой. «Возможно, тебе удастся разорвать цепи, но даже в этом случае я не смогу начать действовать». «В смысле?» От удивления глаза высшего дьявола наполнились фиолетовым и красным светом. Эксцентрик тоже был удивлен. Голова вздохнула. «Все очень просто. Звездные цепи — не самое сильное ограничение. Посмотрите, где вы стоите». «Где стоим?» Высший дьявол и эксцентрик с недоумением переключили свое внимание на ноги и увидели только черную транспортную формацию и ничего больше. Голова повернулась взглянуть на все еще спящую серебряную голову волка с серьезным выражением лица. «Ты думаешь, что я смогу покинуть это место по своему желанию? Божественное духовное сокровище сразу же активируется, если я попытаюсь. И если ты начнешь действовать, сокровище немедленно телепортирует вас без возможности вернуться. Кроме того, главная причина, по которой я попала сюда, заключается в этом беспокойном теле волка Серебряной Луны». Они оба посмотрели на дремлющую серебряную голову волка и внезапно пришли в себя. Высший дьявол нерешительно спросил: «Разве в прошлом первичная душа этого волка не была поглощена священным предком? Неужели что-то случилось?» Голова черного волка раздраженно фыркнула. «Когда я владела этим телом, там было 2 первичные души. Я получила серьезную травму, и она сбежала, что заставило меня поверить, что ничего не случится. Другая душа использовала секретную технику, чтобы спрятаться где-нибудь в теле. В решающем моменте битвы против 3 мастеров Кунью она внезапно контратаковала, и я потерпела поражение, что привело меня к запечатыванию. 2 первичные души. Одно тело с 2 душами». Удивленно вскрикнул эксцентрик. «Вы, люди, наверняка знаете немного. Это тело обладало 2 совершенно независимыми душами. Изначально была только одна, но когда появилась вторая, первая душа стала бороться со мной за контроль над телом. Искусство культивации волка также было странным. Я так долго владела этим телом и никогда ничего не замечала», озадаченным тоном пробормотала она. «Неужели вторая душа волка все еще существует?» «Конечно. Когда люди захватили меня, я осознала, что этот волк Серебряная Луна была наложницей одного из демонических монархов царства духов, божественного небесного волка Куй. Она также была одним из немногих демонов, спустившихся в царство смертных в их истинном теле. Я смогла легко взять контроль над ней, потому что она все еще была слабой после падения в царство смертных. Если бы волк был на пике своей культивации, фрагмент души, такой, как я, не смог бы ничего поделать, а существование 2 ее душ совершенно бы застало меня врасплох. Но в то время я уже несколько лет владела телом и большую его часть подчинила.
Люди больше не могли изгонять меня и не смели безрассудно истреблять меня вместе с ее телом. В результате они смогли запечатать меня только в пагоде подавления дьявола. Высшему дьяволу удалось сохранить спокойствие, но эксцентрик был совершенно ошеломлен. Вы хотите сказать, что вторая душа волка все еще существует в этом теле? Высший дьявол горько рассмеялся, уставившись на серебряную голову волка. Голова сладко хихикнула. Сейчас ее нет, но через секунду она должна вернуться. Тебе повезло, что я все контролировала, когда ты меня разбудил. Священный предок, что вы имеете в виду? Высший дьявол почувствовал дрожь в своем сердце. Все просто. В то время древние культиваторы использовали флаг черного ветра, чтобы запечатать меня в этой бездуховной земле, и намеренно извлекли душу второго волка. Затем, не жалея сил, они построили для нее дворцовый зал, наполненный духовной ци. В результате душа пытается бороться со мной за контроль над этим телом довольно часто. Когда ее силы заканчиваются, она возвращается и восстанавливает их. Поскольку я запечатана здесь и могу полагаться только на дьявольскую ци в своем теле, чтобы противостоять ей, я оказалась в довольно невыгодном положении. Чтобы сохранить контроль, мне не оставалось ничего другого, кроме как использовать великое искусство духовного слияния. Что великое искусство духовного слияния? Вы уже, все 4 глаза высшего дьявола искривились от удивления, в результате чего он даже забыл говорить уважительным тоном. Верно, я объединила наши с ней души, чтобы создать совершенно новую. Ее душа послужила основой, а я стала второй. Однако сначала только что соединенная душа была нестабильной, и когда культиваторы увидели эту новую душу, они не смогли распознать, что произошло. Поскольку они не могли подтвердить ее личность, они также не могли снять печать. Культиваторы не смели действовать из-за ее статуса и опрометчиво запечатали всю гору. В результате наши души оказались странным образом запечатанными вместе. Теперь, спустя более 10 тысяч лет, слияние наших душ стабилизировалось и привело к прекрасному результату. Но за последние несколько дней другая половина незаметно вошла в стадию трансформации божества призрачного воздуха, заставив нашу общую душу ослабнуть и снова разделиться. Однако, я считаю, что это будет последний раз, когда произойдет разделение. После того, как она пополнит силы из дворца с другой стороны, наши души станут едины. Черная голова говорила, сохраняя спокойный тон. Другие двое, однако, были в полном недоумении от ее слов. Высший дьявол долго молчал, а затем горько усмехнулся. «Великий священный предок, вы новая душа демона или вы все еще член нашей священной расы?» Голова волка равнодушно ответила. «Что ты имеешь в виду?» Высший дьявол замолчал. После минутного размышления эксцентрик сказал: «Поскольку вы дали нам такое подробное объяснение, у вас должен быть способ остановить вашего коллегу. Пожалуйста, не стесняйтесь рассказать нам об этом». Пурпурный свет вспыхнул в глазах волка. Я до сих пор не спросила, почему такой человек, как ты, помогает кровавому пламени. Кажется, твоя жизнь близится к концу. Может быть, ты хочешь, чтобы я вселила в тебя дьявольскую ци?» В этот момент на лице эксцентрика появилось зловещее выражение. «Вы видите меня насквозь, поэтому нет смысла скрывать. Я предпочел бы наступить на дьявольского Даа на вечность, чем погибнуть от возраста, в результате чего все тысячи лет моей горькой культивации и кровопролитной битвы будут напрасными. Неужели вы бы заставили меня подчиниться циклу жизни?» Глава 1022. Повторное появление эссенции света. Черная голова волка посмотрела на эксцентрика. «Ты говоришь довольно откровенно и смело. Раз ты сам решил, что поможешь мне сбежать, я добавлю дьявольскую ци в твое тело. Скажу прямо, с твоими способностями у тебя есть только 50% шансов на успех. Но даже в этом случае дьявольская ци должна значительно продлить продолжительность твоей жизни, поскольку продолжительность жизни нашей расы намного превосходит простых людей. Это даст тебе еще одну возможность подняться на стадию божественной трансформации». Эксцентрик с большой головой дико рассмеялся. «Всего 50%. Я бы все равно рискнул, даже если бы вероятность была только 10%. Расскажите мне, что нужно сделать. Перейду сразу к делу. На моей нынешней стадии слияния души я не могу противостоять воссоединению наших душ, когда другая душа снова войдет в мое тело. Единственный способ остановить это — уничтожить ее. Она расположена в формации Великого Уничтожения, которую лично установили 3 мастера Куну, и состоит она из 81 сабли уничтожения демона. Если дьявольская ци приближается, сабли создают формацию подавляющей силы. Кровавое пламя не сможет прорваться. Хотя твое искусство культивации не является праведным или буддийским, но оно также не дьявольское, поэтому мы вынуждены оставить истребление души волка на тебя. Если ты справишься с этой задачей, я добавлю в твое тело дьявольскую ци». Голос головы полностью изменился и теперь стал более мягким, заставляя выражение эксцентрика колебаться.
Мгновение спустя он стиснул зубы, отказавшись от каких-либо намерений вести переговоры, и спросил, где это находится. Господин Даосист Е довольно умный. Там, откуда мы пришли, было 2 транспортные формации. Белая приведет тебя к душе волка. Старейшины секты священного яда уже должны быть там. Это будет хлопотно. Однако, если я застану их врасплох, с ними будет легко справиться. Если я потороплюсь, то смогу вернуться довольно скоро. Он сделал жест заклинания и исчез во вспышке света формации. Остался только высший демон Кровавое Пламя. После того, как эксцентрик исчез, глаза волка потускнели, и из его тела вышла жуткая аура. Бесчисленные лучи черного света заставили цепи вокруг начать гудеть. Совершенно безразличным видом голова черного волка сказала: «В присутствии культиватора я сочла неуместным спрашивать об артефактах, которые тебе удалось восстановить». Высший демон поклонился и с уважением сказал: «Священный предок, я уже нашел 5 артефактов, которые наша раса оставила в мире смертных». Голова волка зловеще сказала: «Ничего не поделаешь, немедленно убери их. Хотя я могу контролировать только половину магической силы в этом теле, я смогу вырваться из-под ограничений флага Черного Ветра, если буду бороться. Даже божественное духовное сокровище не сможет меня удержать, если нет хозяина». Да, высший демон торопливо махнул руками, вызвав в каждую руку черный дьявольский артефакт, черное зеркало, кроваво-красный талисман силы, нефритовый лотос и серую и нефритовую повязку. 5-й артефакт он выплюнул из пасти. Это была маленькая бутылочка. 5 артефактов тут же стали вращаться вокруг его головы. Высший демон протяжно свистнул, и его тело засветилось черным светом. Артефакты дрогнули и быстро вылетали в воздух. Ограничения сразу почувствовали это, и окружающее пространство тут же засверкало ярким светом. Хань Ли стоял у ворот зала Куню, с любопытством глядя на них. Свет эссенции Великой Севера. «Кто бы мог подумать, что они появятся здесь», — пробормотал Хань Ли. Густая масса извилистых серебряных нитей была точно такая же, что он видел в долине падения демонов. Однако эти огни не были связаны с камнями и вместо этого появлялись из плотных колонн зала. Казалось, они служили для того, чтобы скрыть вид от глаз. Хань Ли услышал дикий и яростный смех позади себя. «Брат Хань, ты хочешь войти в свет эссенции Великого Севера или ты дождешься нашего теплого приема?» Это был голос старого дьявола Цаня. Хань Ли нахмурился и обернулся. Он увидел, что от колонн золотых духовных деревьев, ведущих к воротам, осталось только дюжина деревьев. Старый дьявол Цань и другие почти догнали его. Срубая последние деревья, они смотрели на Хань Ли с различными выражениями. Демоны знали о свете эссенции Великого Севера с самого начала, а другие сразу же узнали, увидев их издалека. Атмосфера наполнилась смесью беспокойства и радости. С одной стороны, Хань Ли не мог двигаться дальше, но, с другой стороны, это было бы для них одинаково невыполнимой задачей. Однако прерывистый голос старого дьявола Цаня звучал хаотично. Свет эссенции Великого Севера был тупиком для неподготовленных культиваторов. Неудивительно, что старый дьявол злорадствовал. Хань Ли усмехнулся и похлопал по сумке для хранения, вынув угольно-черное кольцо. Оно сделало круг вокруг него, а затем увеличилось до 3 метров в ширину. На поверхности кольца бродили талисманные символы. Это было не что иное, как одно из небесно-земляных колец. Хань Ли указал на огромное кольцо и приказал ему двинуться вперед. В то же время он быстро ударил по нему печатью заклинаний, в результате чего оно покрылось черным барьером. В этот момент дикий смех старого дьявола Цаня внезапно прекратился, и все остальные не поверили своим глазам. Откуда у него способ пройти через свет эссенции Великого Севера? С этой мыслью они продолжали наносить удары по золотых духовным деревьям с новой силой. Затем они увидели, как фигура Хань Ли размылась, когда он бросился сквозь плотный пучок серебряного света, который обвился вокруг него. Все присутствующие тревожно переглянулись между собой. «Быстрее, мы не можем позволить ему забрать сокровище!» В ужасе завопил серебрянокрылый ночной демон, исказившись в лице. «Даже если мы будем действовать быстрее, какой смысл? Свет преграждает нам дорогу», — сказал Гетиньхао с бледным лицом. Старый дьявол Цань усмехнулся: «Свет эссенции Великого Севера не остановит меня». Дефис 5 черных демонов сошлись в одну огромную белую фигуру и внезапно прыгнули вперед, не обращая внимания на оставшиеся деревья. «Великий старейшина, вы, Гетиньхао и остальные ахнули. Как только белый силуэт вошел в диапазон деревьев, огромное давление внезапно подавило на него и замедлило его движение. Ха! Белый силуэт издал громовой рев, и весь его свет погас, а затем вперед выстрелила его маленькая алая копия. Однако она упала на землю, пролетев около 30 метров. Алый силуэт дрожал, медленно приближаясь к коридору. Остальные при виде этого пришли в замешательство.
Серебрянокрылый ночной демон послал голосовую передачу рогатой женщине. Теперь, когда мы прибыли, настало время использовать тебе твои способности. Нужно действовать прямо сейчас. Мы не можем допустить, чтобы эти медальоны попали в их руки. Рогатая женщина кивнула и подпрыгнула в воздух, а все ее тело вспыхнуло белым светом. Затем, чередующимися черно-белыми импульсами, она приняла форму 10-метровой черепахи и бросилась вперед. Львиный ястреб и ночной демон одновременно влетели на ее раковину. Затем черепаха вошла в зону действия деревьев. В результате двое сверху были полностью подавлены и были не способны двигаться. Однако черепаха сверкала ярким светом и цепко полз вперед, словно давление на нее совершенно не влияло. Однако золотые духовные деревья вдруг засверкали странными талисманными символами. Они поднялись в воздух и быстро погрузились в тело троих. Они пытались защитить себя ослепительным светом, но талисманные символы спокойно продолжали проникать в их тело, не встречая никакого сопротивления. Похоже, это не сильно повлияло на черепаху, но глаза двух других сразу же стали пустыми, словно они попали в ограничение. К счастью, диапазон оставшихся деревьев был слишком мал, и черепаха смогла сбежать от них через некоторое время. Демоны немедленно вздохнули с облегчением, когда их умы вернулись к своему первоначальному состоянию. Глава 1023. Засада. Вырвавшись из диапазона золотых духовных деревьев, два демона спустились со спины черепахи, и она немедленно вернулась в свою человеческую форму. Похоже, что прохождение сквозь деревья далось ей с трудом, поскольку ее цвет лица побледнел. Затем их тела размылись, и они быстро направились к коридору. Алое воплощение старого дьявола Цань было на шаг впереди них. Все увидели, как масса серебряных нитей разорвала силуэт в клочья, когда он проходил через нее, но в то же время ослепительный багровый свет вырвался из его тела и восстановил его. Когда это произошло, силуэт исчез за светом эссенции Великого Севера. Трое демонов не смели медлить, увидев это. Львиный ястреб сразу же расплылся и появился впереди, широко раскрыв пасть, выпустив золотую звуковую волну. В результате в серебряных нитях появился зазор. Сразу после этого серебрянокрылый ночной демон развернул свои крылья и взмахнул ими, выпустив лазурный ветер, который сдул поврежденные серебряные нити. Чередуя свои способности, им удалось прорваться через серебряные нити, и они тут же стали исследовать зал. Оставаясь снаружи, Линь Инпин не успела среагировать. Их группа так быстро сократилась до 5. Стиснув зубы, она напряженно нахмурилась и повернула голову к великому бессмертному Сюй со словами: «Брат Сюй, мы...» Продолжая рубить деревья нефритовым мечом, великий бессмертный Сюй спокойно прервал ее. Святая не стоит беспокоиться. Наша главная цель состоит в том, чтобы заполучить этого культиватора Хань, а не сокровища. С таким количеством людей, которые охотятся за сокровищами, сражаться за них будет нелегко. Давай избавимся от оставшихся деревьев и защитим ворота. Гэ Тиньхао улыбнулся и сказал: «Ах, ха». Слова брата Сюй разумны. Как только они приобретут сокровища, они покинут зал. Хотя мы не можем пройти сквозь свет эссенции Великого Севера, они не смогут пройти мимо нас, когда соберутся уходить. Линь Инпин взглянула на смертоносные серебряные нити и, немного подумав, кивнула в знак согласия. Двое стариков в черных одеждах также посчитали этот план разумным. Хотя они беспокоились о потерянной возможности получения прибыли, они продолжали рубить огромные деревья. В мгновение Эка раздался взрыв, и упало дерево высотой 30 метров. Хань Ли стоял перед залом Кунью и глубоко вздохнул. Он оглянулся и увидел плотную массу серебряных нитей. Эти древние культиваторы весьма хитры, раз преднамеренно поместили иллюзорную формацию света эссенции Великого Севера. Без моих глаз духовного прозрения это оказалось бы довольно проблематично, пробормотал Хань Ли. Он обернулся и обнаружил себя в задней части зала Кунью. Его нельзя было считать большим, но в нем было два ряда из дюжины деревянных стульев в разных стилях, которые образовывали зал официальных дел. В конце этих рядов между ними стоял позолоченный стул и стол высотой 3 метра. Стул был сделан из обыкновенного духовного дерева, но стол был сделан из куска блестящего мрамора. Вся его поверхность была необычной и обладала плотной духовной ци. Сам стол был окружен зеленым барьером, но через него можно было увидеть несколько предметов. Очевидно, это были сокровища зала Кунью. Хань Ли поднял бровь и увидел, что остальной зал был совершенно пуст. Затем он обернулся и посмотрел над собой. За слабым золотым креслом на стене висела неприметная картина 3 мужчин, смотрящих на Луну. Буддист, даос и конфуцианец стояли в бамбуковом лесу и энергично говорили о чем-то, глядя на полнолуние. Поскольку изображение было высотой всего в 1 фут и было потрепано временем, Хань Ли сначала не обратил на него внимания. Но теперь она привлекла его внимание, и он внимательно осмотрел на картину.
Через некоторое время Хань Ли опустил голову и погрузился в размышления. Он не увидел ничего странного в картине ни духовно, ни физически. Однако его интуиция подсказывала, что что-то с ней не так. Что здесь мог делать такой обычный предмет? Изменившись в лице, Хань Ли неожиданно взмахнул рукавом. Из рукава вылетел золотой свет длиной 3 метра и врезался в картину. В мгновение эка картина была разорвана в клочья, а ее обрывки упали на землю. Неужели у меня разыгралось воображение? Озадаченно подумал Хань Ли. Но поскольку он уже начал, то не собирался оставлять дела незавершенными. Взмахнув рукавом, перед ним появилось несколько огненных шаров размером с кулак, и он приготовился сжечь остатки портрета. «Мастер, будьте осторожны!» Закричала серебряная луна. Встревожившись, его фигура расплылась на 8 точных копий самого себя, прежде чем понял, что происходит. В этот момент из-под земли, в 3 метрах от него, вырвался камень. За обломками сверкал духовный свет, и несколько ослепительных полосок золотого и серебряного света ударили по копьям Хань Ли сзади. С лязганием одна из них была заблокирована золотисто-серебряной колесницей. Хань Ли упал от удара и расплылся в 20 метрах. Затем он повернул голову и тревожно взглянул на происходящее. Если бы не щит из звездного серебра, который он приготовил заранее, он, вероятно, был бы серьезно ранен. На его обычном стоическом лице появился шок и страх, а сердце наполнилось гневом. Он внезапно щелкнул рукой и взял маленький блестящий серебряный щит в свою руку. Взмахнув другой рукой, он призвал более 30 маленьких золотых мечей, рассекающих обломки перед ним. Затем во вспышке света раздался женский смех, раскрывая огромный золотисто-серебряный предмет. Хотя множество вещей двинулось, чтобы атаковать объект, они все странным образом падали на землю. При виде этого сердце Хань Ли дрогнуло, и большая часть его ярости исчезла. Он сразу стал осматриваться. Золотисто-серебряным предметом была текстильная колесница высотой 10 метров. Ее поверхность сияла, как золотое зеркало. Она выглядела точно так же, как и предмет, который напал на него ранее, но эти колесницы были во много раз меньше. Очевидно, собрат Даос всегда настороже, раз эта атака не удалась. «Можешь сказать мне, что за техники ты используешь?» Маленькие колесницы, что напали на него ранее, появились поодаль от него. Они сделали круг и влетели в большую колесницу. Изнутри этой колесницы и доносился женский голос. Хань Ли мрачно приманил к себе летающие мечи, а в его голове стали роиться разные мысли. Его тело вспыхнуло духовным светом, и он выстрелил в сторону стола в виде лазурной полоски света. Поскольку здесь были и другие, он планировал сначала захватить сокровища, а потом заняться остальными. Чем дольше он был завязан в этом бою, тем больше людей смогут пройти через свет эссенции Великого Севера, что также уменьшало шансы на приобретение сокровищ. Но как только он ушел, он почувствовал что-то странное и обнаружил, что голос женщины ему не знаком. Она определенно не была одной из демонов или людей, которых он видел ранее. Неужели кто-то проник на гору Кунью с большей скоростью, чем они? Молодая женщина вдруг закричала в тревоге. Хань Ли был на расстоянии более 60 метров и оказался над столом. Но затем воздух над ним внезапно деформировался, и над его головой появился лазурный шарф, который тут же упал над него. Его ширина была почти 20 метров, и он появился рядом с ним, когда Хань Ли меньше всего этого ожидал. Даже с его обширными способностями он был беспомощен. Он попал в ловушку, лазурный свет сиял везде, куда бы он ни посмотрел, и он поспешно призвал щит из звездного серебра, проклиная эту женщину в своем разуме. Слой белого тумана окружил его. Женщина странным образом появилась на поверхности лазурного шарфа. Это была госпожа Му из секты бессмертной формы. Увидев силу веера 3 огней Хань Ли, она, естественно, знала, что шарф не сможет сдержать его надолго. Но, поскольку ее атака удалась, он не смела медлить и метнулась к столу. Она подняла руку и достала серебряный командный медальон. В мгновение эка он метнулся к зеленому световому барьеру, покрывающему стол туманом. Под сиянием серебряного света грозный барьер растаял и обнажил истинный облик лежащих там сокровищ: 4 темно-красные деревянные пластины, маленький пурпурный меч, посох-монах размером с ладони, свиток, наполненный красным светом с темно-зеленой ограничительной печатью в виде отпечатка пятиконечного когтя животного. Госпожа Му обрадовалась, увидев все эти вещи, и тут же взглянула на печать. Немного помедлив, она приманила сокровища, взмахнув рукавом. Глава 1024. Захват сокровища. В тот момент, когда госпожа Му собиралась захватить сокровища, земля под ней вспыхнула ярко-зеленым, и оттуда выскочило несколько зеленых змей, обернувшись и вокруг нее с молниеносной скоростью. Обездвижив добычу, змеи вонзили в нее своими клыками. Раздался взрыв.
Сокровища женщины сформировали ее барьер белого света, отражая атаку и раскрывая их истинную форму в виде зеленых лоз, однако она все равно осталась обездвиженной. Госпожа Му встревожилась от такого поворота событий, как и Ханьли. Она не ожидала, что ее тоже кто-то преследует. Схватив Ханьли и забрав сокровища из барьера на столе, она не успела воспользоваться им. Кто мог бы следовать за ее колесницей солнечной луны и остаться совершенно незамеченным? Причина, по которой она смогла прятаться под землей, заключалась в том, что у нее был серебряный медальон, оставленный 3 старейшинами Кунью. Это позволяло ей временно контролировать часть ограничений в зале, предоставляя ей доступ в ход под землей. В этот момент раздался странный звонкий смех, и из-под земли бесшумно появился высокий зеленый силуэт. На женщину уставилась пара ледяных зеленых глаз, заставляя ее сердце дрожать от страха. Увидев появившегося, она в шоке закричала: «Повелитель древних!» Откуда такой монстр существует в этом мире? Хотя зеленый силуэт выглядел как человек с руками и ногами, его кожа была покрыта корой, и он больше напоминал ходячее дерево. Повелитель древних, услышав ее крик, усмехнулся и, не обращая на нее внимания, метнулся к столу за сокровищами. Сердце госпожи Му ушло в пятки. Даже если ей удастся сбежать, блокировать монстра было уже слишком поздно. В следующее мгновение произошло нечто невообразимое. Прежде чем повелитель древних приблизился к столу, фрагменты картины, разорванной Ханьли, внезапно засверкали пятнами желтого, белого и красного цвета. Слившись в трехцветный поток, он отбросил шар зеленого света на 30 метров назад. Шар зеленого света смело в исходное положение, без возможности контролировать свое падение. Пролетев еще какое-то расстояние, высокий монстр сумел восстановить контроль и встал. Он в ужасе уставился на трехцветный туман света перед ним. Трехцветный туман обвился вокруг стола, превратившись в 3 размытых силуэта: фигуру даоса, конфуцианца и буддиста, тех, что были на картине. Их глаза равнодушно уставились на духовное древо вдалеке, словно он уже был мертв. 3 старейшины Кунью. В ужасе закричал повелитель древних. Недолго думая, его тело вспыхнуло зеленым светом, и он улетел в сущность света Великого Севера, не осмеливаясь повернуть назад. Затем 3 световых фигур молча указали на маленький меч, посох монаха и свиток на столе. Сокровища загудели, дрогнули, подпрыгнув в воздух, формируя 3 полоски света, и исчезли, как только они появились. В следующий момент, когда повелитель древних попытался войти в зал, полоски сокровищ появились вновь и атаковали его. Повелителю древних было не увернуться, вспыхнув 3 цветами, раздался оглушительный взрыв. Мгновение спустя зеленый свет заглушил его, вспыхнув так же ярко, как солнце. В итоге все исчезло, а остались только сокровища. Совместный удар уничтожил грозного повелителя древних. В тот же момент одна из 4 темно-красных деревянных плиток превратилась в пепел. 3 сокровища, уничтожившие демона, сделали еще один круг в воздухе, а затем упали в исходное положение на столе. 3 силуэта культиваторов исчезли, словно их никогда не существовало. Это были нити духовного чутья, что мастера Кунью оставили здесь, чтобы предотвратить попадание сокровищ в руки демонов или других злых существ. Они были последним ограничением, которое существовало в зале Кунью. Повелитель демонов обладал величайшим уровнем культивации из 4 демонов, но он был уничтожен сокровищами за один удар. Ему очень не повезло, что он так внезапно погиб. Госпожа Му обрадовалась такому внезапному повороту событий. Как только повелитель древних погиб, виноградные лозы, обвивавшие ее тело, тут же утратили свою духовную природу и сгорели дотла, соприкоснувшись с ее белым эфирным огнем. Она глубоко вдохнула и не успела прийти в себя, как услышала раскаты грома позади себя. «Старшая боевая сестра, будь осторожна!» — крикнула красивая женщина-культиватор. Госпожа Му почувствовала, как дрожит ее сердце, и она, не задумываясь, махнула рукой, приказав всем сокровищам защитить ее. В тот самый момент раздался еще один раскат грома, и вместе с ним появился силуэт. Он потянулся к сокровищам и, заставив их перестать летать в направлении госпожи Му, а вместо этого повернул в противоположную сторону. Увидев его побег из заключения шарфа и использование молниеносного движения, госпожа Му выпустила несколько ледяных игл изо рта в яростной тревоге, разрывая воздух в сторону Ханьли. В то же время она взмахнула рукавом, выпустив сокровище в красном тумане. Ханьли изменился в лице при виде этого и выплюнул жемчужину снежного кристалла навстречу иглам. Взмахнув рукой, он выпустил большую лазурную руку и ухватился за сокровище. Другой рукой он вызвал веер 3 огней. В его глазах вспыхнул зловещий блеск, и он без колебаний махнул веером в госпожу Му. Хотя он планировал сначала разобраться с женщиной, устроившей ему засаду, он был обижен на нее за то, что она поймала его шарфом в решающий момент в битве за сокровища.
Серебряные иглы были заблокированы жемчужиной снежного кристалла, и рука света схватила туман. Затем веер дрогнул, и в лицо госпожи Му вырвалось трехцветное пламя. Ранее она уже была свидетельницей ужасной мощи веера, поэтому знала, что не сможет выдержать такую атаку. В итоге у нее не было другого выбора, кроме как лететь назад. Атака веера трех огней прошла мимо, наполнив воздух ореолом трехцветного света и огромным духовным давлением. Даже Хань Ли невольно отступил на несколько шагов назад. Большая лазурная рука и красный туман госпожи Му были на границе атаки и полностью исчезли. Заполучив сокровище из объятий красного тумана, он почувствовал восторг. Однако в этот момент из свет эссенции Великого Севера в передней части зала появились три источника света: малиновый силуэт, серебряная полоска света и шар фиолетового тумана. Все фигуры сразу же исчезли из поля зрения, демонстрируя явное мастерство. Хань Ли выругался, но быстро отреагировал. Как только он очутился над сокровищами, раздался раскат грома. Он прибыл первым, а остальные появились друг за другом и одновременно атаковали его, пытаясь захватить сокровище себе. Не в силах справиться ни с одним из них, Хань Ли быстро приманил к себе лазурным туманом два ближайших к нему сокровища, деревянную плитку и сверкающий красный свиток. Когда он попытался взять следующий ближайший предмет, посох монаха, на него обрушилась сверху серия золотых звуковых волн. У Хань Ли не осталось другого выбора, кроме как отступить, уклонившись от атак. В результате малиновый силуэт захватил посох монаха. Пурпурный туман и серебряная полоса мало заботились о чем-либо, кроме двух деревянных плиток, паривших поблизости, из-за страха, что их кто-нибудь захватит. При виде этого он удивленно остановился. Затем малиновый силуэт потянулся к зеленой печати. «Стой, талисман призыва дракона не твой!» Поспешно раздался женский голос. Белый нефритовый скипетр внезапно появился над малиновым силуэтом и мощно атаковал его. Еще до того, как скипетр приземлился, он выпустил что-то похожее на буддистское пение, в результате чего в воздухе появилось бесчисленное количество белых лотосов, каждый из которых был размером с чашу. Все они излучали буддийский свет 7 цветов, накрыв не только силуэт, но и серебряную полоску и фиолетовый туман. В тот момент, когда случилось предыдущее отступление, Хань Ли вывела его из зоны атаки скипетра. Ошеломленный, Хань Ли услышал крик женщины и одновременно взрывы лотоса, которые сливались воедино, образуя лепестки гигантского лотоса. На каждом из лепестков блуждали буддийские надписи, и пение стало звучать по всему залу, словно целый хор. Захваченные внутри цветка, три фигуры не смогли забрать ни одно из сокровищ, и все они стали раскачиваться, словно потеряв контроль над своим телом. Глава 1025. Мощь кольца Ян. Как только перед Хань Ли появилось это потрясающее зрелище, барьер ваджры внутри его тела внезапно начал пульсировать. Он поспешно сосредоточил свою магическую силу на барьере и подавил его. Затем он пристально взглянул на лотосы вдалеке и, взмахнув крыльями, исчез из виду. В следующий момент он снова появился на краю сущности света Великого Севера и метнулся прочь в виде лазурной полоски света. В его глазах скрыться под шумок было мудрым поступком, поскольку внезапно появился нефритовый скипетр, чья мощь ничуть не уступала его вееру трех огней, даже если его способности относились к иллюзиям и ограничениям. Скорее всего, это была копия какого-то божественного духовного сокровища, и поскольку он уже успел приобрести два сокровища, зачем ему подвергаться большему риску, хотя он и желал отомстить хозяйке скипетра за ее засаду, в которую изначально угодил, сейчас было не время платить по счетам. В конце концов, старый дьявол Цань и ночной демон для него нелегкие противники. Независимо от его уверенности в своих силах, его жизнь была бы в опасности, если бы на него напали несколько противников разом. Красивая женщина, сидевшая в огромной золотисто-серебристой колеснице, держала руки в жесте заклинания, управляя белым нефритовым скипетром с напряженным выражением лица. Хотя она видела, что Хань Ли сбежал, она была слишком занята, чтобы обращать на это внимание. В конце концов, он не забрал жизненно важный талисман призыва дракона. Госпожа Му видела, как ее младшая боевая сестра заманила в ловушку старого дьявола Цань и других в огромном радужном лотосе. С ненавистью взглянув в направление, куда Хань Ли, она вошла в иллюзию. Поскольку иллюзию контролировала ее младшая боевая сестра, иллюзии на нее не действовали, и она с легкостью добыла талисман призыва дракона. Но когда она потянулась к маленькому пурпурному мечу рядом с талисманом, вспыхнул буддийский свет, и часть лотоса над ней начала рушиться. Старый дьявол Цань и два демона смогли избежать ограничения и появились снова, зловеще глядя на госпожу Му. Магическая сила ее младшей боевой сестры была исчерпана, и скипетр четырех небес утратил силу. Женщина побледнела.
Вскоре после того, как Хань Ли прорвался через сущность света Великого Севера, он натолкнулся на рогатую женщину, человеческую форму огромной каменной черепахи. Она была одета в странную зеленую броню, которая, казалось, полностью отталкивала серебряные нити. Но, как ни странно, рогатая женщина шла медленно, словно была не способна на какие-либо техники передвижения. Неудивительно, что двое других оставили ее позади и вошли в зал первыми. Когда Хань Ли предстал перед демоном, рогатая женщина взглянула на него и удивленно остановилась. Затем с осторожным выражением лица она вынула перед собой угольно-черный стержень и начала осторожно наблюдать за ним. Сохраняя спокойное выражение лица, Хань Ли быстро улетел в сторону, обойдя ее. Насколько он знал, между ними не было никаких разногласий. И хотя они были ограничены в такой опасной зоне, у них не было причин предпринимать действия. Но он ошибся. Как только он прошел мимо нее, она изменилась в лице и стала мрачно глядеть в его сторону. Это очень встревожило его, и он неосознанно остановился, в недоумении взглянув на нее. «Отдай вещи, которые ты забрал из зала», — завопила женщина. Затем она направила черный стержень на Хань Ли, увеличив его на 10 метров в длину. Стержень размылся, создавая бесчисленные копии себя и образовав небольшую гору над ним. От внезапного появления горы у Хань Ли дрогнуло сердце, а сумасшедшее выражение лица и слова женщины привели его в замешательство, но на его лице не было ни следа страха. Он просто поднял руку и выпустил черное кольцо на стержне над ним. При виде этого женщина обрадовалась. Жезл в ее руке был чем-то, что она усовершенствовала из подручных материалов, пока была в ловушке. За десятки тысяч лет она создала великое сокровище. Несмотря на то, что ее стержень не выглядел чем-то примечательным, каждый из них весил почти тонну. Она была полностью уверена, что этого будет достаточно, чтобы раздавить Хань Ли. С этой мыслью в ее мозгу вспыхнуло намерение убить, и она пробудила всю мощь в своем теле, влив огромное количество духовной силы в стержни, заставляя их набухать. Хань Ли было нетрудно сразу догадаться, что она делает. Хотя он не знал, почему она пыталась убить его, это вдохновило его на то же самое. Затем он бесстрастно указал на черные стержни над ним. Как только кольцо коснулось массы стержней, оно издало гул, вызвав хоровое звучание всех соседних нитей серебряного света. Они сразу же дрогнули и плотно сплетались вокруг стержней с невероятной скоростью. В мгновение ока они полностью исчезли из поля зрения. «Ты можешь управлять сущностью света Великого Севера!» — закричала рогатая женщина, не веря своим глазам. Кольца инь-ян представляли собой набор из двух сокровищ. Одно — кольцо инь для защиты от сущности света, другое — кольцо ян для управления ими. Хань Ли презрительно фыркнул. Если бы они находились за пределами сущности света, он бы очень испугался демона на стадии зарождающейся души, так как вряд ли был бы способен убить ее. Их нынешние обстоятельства, однако, были совсем другими. Поскольку она напала первой, Хань Ли решил не жалеть усилий, чтобы ответить ей тем же. Хотя он не мог понять, что она была за существо, ее тело и душа наверняка были невероятно редкими высокоранговыми материалами. Поэтому Хань Ли отбросил любые намерения мирного урегулирования и ударил кольцо над ним заклинанием. Кольцо сделало круг в воздухе и загудело. Излучая таинственный свет, оно управляло нитями серебряного света в 100 метрах вокруг него. Затем, по его мысленному приказу, нити серебряного света выстроились в линию, образовав огромную серебряную волну, и пошатнулись в направлении рогатой женщины. Женщина тревожно вскрикнула, не смея дальше связываться с Хань Ли. Она поспешно выплюнула шарик черно-красной эссенции крови и сделала жест заклинания, приказывая кровавой эссенции образовать туман вокруг ее брони, превращая ее в кроваво-красной. В этот момент серебряная волна обрушилась на нее, полностью окутав ее серебряным светом. Ее броня вспыхнула зеленым и красным светом, а за этим послышался оглушительный скрежет металла. Хотя она использовала секретную технику, ее броня едва могла противостоять сущности света Великого Севера, когда такое огромное количество серебряных нитей атаковало ее в полную силу. Броня покрылась дырами в мгновение ока. Женщина закричала, искривившись от боли. Она прижала руки к броне, создавая несколько слоев серого света, чтобы конденсировать его в подобный камню материал в качестве дополнительного слоя защиты, стараясь замедлить уничтожение брони от атаки серебряных нитей. Камень быстро превратился в щебень под атакой серебряных нитей, заставляя женщину использовать свою истинную сущность, чтобы постоянно возобновлять слой брони. На первый взгляд, разрушение ее брони было вопросом времени. Однако Хань Ли намеревался убить демона и сразу же ударил по кольцу ян в руке несколькими заклинаниями. Кольцо сделало круг в воздухе и притянуло к себе больше сущности света Великого Севера, сформировав еще одну волну с подавляющим импульсом.
Лицо женщины побледнело, как серый свет, сияющий вокруг ее доспехов при виде приближающейся атаки. У нее не было времени среагировать. Атака врезалась в нее, и ее броня были полностью разбиты. Через минуту свет обрушился на нее с полной силой. В испуге она крикнула: «Остановись, собрат Даос! Пожалуйста, пощади мою жизнь! Я хочу признать вас своим господином и стать вашим духовным зверем». Свет проник сквозь часть ее брони, превратив ее руку в желеобразную плоть. Учитывая, сколько лет она прожила, как она могла желать умереть в таком месте, как это стать моим духовным зверем? Ханьли изменился в лице и временно приостановил атаку. Глядя на женщину, пойманную в ловушку под волной серебряных нитей, он спокойно сказал: «Думаешь, что я такой наивный, как ребенок? Техники сдерживания души не влияют на демонов твоего ранга. Как ты можешь стать моим духовным зверем, если женщина не ответит быстро, он немедленно убьет ее, не задумываясь». Он не собирался позволить ей выиграть время, чтобы она могла спастись. Видя, что его намерение убить еще не угасло, она со страхом сказала: «Мне не нужно подробно объяснять. Вы приобрели деревянную пластику в зале Кунью, это моя пластинка связывания души. Пока я не закончу культивировать великий Да, я буду ограничена ей.